Представители знака зодиака Телец. Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, таро прогноз, финансы, работа, перспективы и новые способы заработка. В октябре давайте посмотрим, что нам подскажут карты. Такую тему для расклада мне посоветовала одна из подписчиц. Тема денег и как вариант нового дохода, она действительно актуальна. Наверное, время у нас такое. Все меняется. Нас заставляет измениться тоже. И поэтому хотелось бы узнать, каковы перспективы, безусловно. Стоит этим делом заниматься или нет. Поэтому мы вместе с вами размышляем, предполагаем и допускаем развитие альтернативных вариантов событий. Делаем расклад именно для тех, кто пытается как-то изменить свою финансовую составляющую или по работе, может быть, думает изменить, опять же, финансы через построение карьеры, но не просто сидит и, как-то выжидает, что меня все устраивает. Если правда, мы ведь все разные, у кого-то вполне стабильная обстановка, ситуация, и, в принципе, менять ничего не нужно. Ну вот давайте мы с вами узнаем. И первая карта, я уже подготовила колоду карт, и первую карту мы достанем и узнаем, вот те тельцы, которые меня сейчас смотрят, что происходит сейчас, как карты видят та ситуация, которую они хотели бы нам обрисовать, может быть. Сигнификация предусматривается, поэтому что как будто сейчас у вас? Разочарование. Разочарование может быть, кстати, через людей, когда нам не нравится работа, потому что мне не приносит какого-то морального удовлетворения. Или я не вижу своих перспектив. Что бы я тут ни делал, все какой-то минус. Или чтобы я не пыталась как бы, да, стабилизировать какую-то обстановку, вечно что-то сваливается. У меня есть предчувствие или такое ощущение, словно меня что-то выталкивает и говорит: нет, вот тебе как будто не твое, тебе нужно что-то поменять, изменить. А вот что я как будто, могу и не знать или могу не видеть. Давайте мы посмотрим, что еще, что сейчас. У кого-то вынуждает буквально начинать задумываться о том, какова будет в дальнейшем строиться моя карьера, трудовая деятельность, потому что для моей семьи попросту не хватает денег. Или сейчас наша семья что-то запланировали, и тоже вот с теми доходами, которые на сегодняшний момент, можно забыть о какой-то своей мечте. Правда, у кого-то так. У кого-то дети пошли учиться, за учебу платить надо. И поневоле мы тоже ищем какие-то источники дохода, нового заработка или смены работы, может быть и так. Что еще? Какова ситуация на данный момент? Может быть, кто-то из вас, мои дорогие тельцы, уже не раз пробовал что-то изменить, и было дано разные обещания, может быть, и временные рамки. Кто-то из вас уже резюме мог отправлять, еще какие-то действия предпринимать. Кто-то из вас уже успел поработать бесплатно. Что я имею в виду? Это когда, ты попробуй, допустим, да, особенно, наверное, это случается, когда нет у человека конкретной профессии, или он пытается изменить ее и идет на рынок труда и соглашается на то, что предлагают. И очень часто такие уловки вы попробуйте себя в качестве, может быть, там как соискателя, в том плане, что попытайтесь на практике в виде какого-нибудь испытательного срока поработать там неделю-две, а в итоге нам говорят: да нет, спасибо, мы в вас не нуждаемся в ваших услугах, вы уходите ни с чем. И время потрачено, и денег не получили. У кого-то даже такой мог быть печальный опыт. По сути дела, это не вы не подходите, это просто обычное мошенничество и обман. Поэтому тут не стоит мудрствовать лукаво, тут все надо быстро расставлять по местам. Что еще? Но есть еще и такой момент, что, может быть, какую-то картинку вы себе радужной и рисуете, как бы было хорошо мне вот все вот как-то изменить. Но есть еще и определенная иллюзорность. Нам говорят, что нужно с чем-то вот одним определиться. Может быть, несколько сфер деятельности вы пробовали, а тут как будто надо заниматься тем, что вам нравится, мои дорогие. К чему лежит душа? И что тогда? Тогда у нас вполне вероятно, что если мы прислушаемся к голосу мудрости, интуиции,
то тогда среди бушующего океана каких-то непонятностей или неточностей, неопределенностей мы сумеем найти свой островок материальной безопасности. Вот буквально где-то так. Кто-то из вас мог надеяться на обещание, может быть, далекого родственника, или, может быть, это друзья, подруги, или какие-то знакомые, которые вхожи в круг ваших вот, ну, как бы ближайшего окружения, вот ваше, которые могли сказать: я тебе помогу, а вы сидите и ждете. А время идет, и опять же, ничего не меняется. То есть нет какой-то динамики вообще, посмотрите. В итоге я уже готов закрыться, я никому не верю. А из того, что я хотел бы осуществить, ничего не получилось. Вот у кого-то такая история. А деньги как будто нужны, потому что много трат как бы запланировано, или я вообще ищу другого качества жизни. Я хочу или быть счастлив или счастлива. Давайте мы посмотрим. Вот по той работе, в которой, или в организации, в которой вы сейчас находитесь, или то, чем вы сейчас занимаетесь. Что сейчас на данный момент происходит? У кого-то могут быть, знаете, как приходится отстаивать собственные позиции. И тут уже вы могли раздумывать, либо мне согласиться, либо все-таки свои принципы не терять. Кто-то из вас может сомневаться в себе, а правильно ли я думаю, а может быть где-то надо так это на попятный пойти. По этой карте мог быть просто конфликт, который побудительным мотивом был к тому, что нет, вот отсюда нужно уходить. Вот здесь уже так не может продолжаться. Может быть, этот конфликт был не первый, значит, скорее всего, и не последний, и он вас подталкивает к какому-то решению. Что еще могло быть на теперешнем месте работы? Были и приятности, то есть здесь 50 на 50 где-то. Была, может быть, ситуация, которая и со знаком минус, но вроде бы как есть какие-то и бонусы. Что-то вас как будто держит. Может быть, эмоции, может быть, привычная обстановка, может быть, коллектив, не все такие, да, вот жесткие какие-то, или, может быть, руководитель сложный, а как бы сам-то коллектив вроде бы душевный. Приятно видеть людей каждый день, вы готовы с ними встречаться, как бы это тоже немаловажно. И в целом вот какой-то эмоциональный теплый фон нас тоже как будто может держать. Хорошо. А что по финансам ожидается на вашем месте работы? Вы знаете, по рыцарю Пентакли на вашем месте работы теперешней как будто тоже может быть прорыв. Это произойдет с какими-то изменениями, может быть, изменениями руководителя. Может быть, если вы сами будете инициировать что-то, к примеру, пойдете какие-то курсы дополнительные пройдете, или вы пойдете изучать какой-то, может быть, ну, как узкая специализация, или каким-то образом, может быть, через работу, какую-то подработку на том месте, где вы находитесь, могут прийти постепенно, как и деньги, но не быстро. Рыцарь Пентакли едет медленно. Но вы можете, у вас как есть шанс заявить о себе, сделать какую-то работу словно очень хорошо, и тем самым вас заметят, вот как будто так. И постепенно, нам не говорят, что это быстро, постепенно можно рассчитывать, что мало-помалу наш доход будет увеличиваться. Хорошо. Перспективы в карьере, давайте так спросим, по вашему месту работы. А тут может быть какие-то перемены именно из-за того, что как будто извне приходит либо информация, либо начинаются какие-то подвижки, как знаете, в системе иерархии, в системе работы, в режиме, может быть, работы. Кого-то не устраивает, а вас как раз устроит тот вариант, который не устраивал какого-то другого человека. И для вас это может быть какой-то очень хороший шанс. Или вам может быть что-то предложено. Вот как будто взялись за какую-то работу, выполнили ее. Может быть, даже она вам конкретная, вот не принесла денег. Но в том контексте, что вас заметили, это проиграется точно. По крайней мере, если мы сами себя будем позиционировать как надежного человека, надежного работника, любой руководитель только таких хочет видеть, а вы как раз надежные, мои дорогие тельцы. И вот какое-то вами выполненное дело, может быть, отчет, западет руководителю в душу, он будет понимать, что в нужный момент, когда у меня была патовая ситуация, вот меня выручила именно она.
И когда как будто следом может развиться обстоятельство или ситуация, или новость какая-то придет, когда вы можете еще раз того руководителя выручить. Или вам этот руководитель что-то уже предложит другое. Или будет какая-то возможность, может быть, руководитель захочет что-то инициировать, и для вас тогда какие-то новые перспективы могут появиться. Или само по себе какое-то изменение. По восьмерке жезлов мы должны тогда с чем-то согласиться. И если мы спрашивали про возможности, про карьеру, как будто внезапно они могут появиться. Но перед этим у нас была карта рыцарь Пентаклей, и я объяснила, что она означает. То есть все равно какие-то наши или работы, или действия, которые мы могли, ну, даже где-то как через альтруизм сделать, или желая помочь искренне, а они как будто нам потом будут как бы сторицей. Хорошо, давайте мы тогда спросим. И что деньги? Что это будет означать в деньгах? Напрямую про деньги не говорят, но говорят нам про... Это карта уверенности. Когда у нас все под контролем, это когда совершенно другие перспективы к новому статусу, к новым возможностям, и когда вы сами будете управлять какой-то ситуацией. Или даже если вы не останетесь на прежнем месте работы, может быть, руководитель этот уйдет, и он вас с собой заберет. Или вы сами, как-то у вас так получится свой горизонт возможностей увидеть совершенно по-другому. Может быть, правда, случайно выполнив какую-то работу, тему, в чем-то проучаствовав, вы в себе открываете какие-то способности. И это будет побудительный мотив искать новую работу вот где-то по этой специализации. Интересно. Хорошо, давайте мы узнаем. То есть перспективы есть. Как это будет выражаться в финансовом эквиваленте, нам не сказали. Давайте мы теперь узнаем новые способы заработка, то, что вообще как бы интересовало, да? Как они для вас, тельцы? По карте Луна нет никакой конкретики. Или если вы к какому-то делу приступили недавно, то вы сейчас находитесь в такой ситуации, когда тысяча неопределенностей. Вроде бы знаю, как что делать, делаю все правильно, но, может быть, там есть какие-то нюансы, когда, ну, не совсем до 100% правильно, но, в принципе, основная канва мне понятна. А финансы как будто не меняются, и вы тоже можете смотреть это видео. То есть тут по карте Луна, это старший аркан, нам лишь хотят сказать, что на вас какие-то обстоятельства могут влиять. Может быть, период такой, может быть, ваше новое начинание с какой-то сезонностью связано. Или есть еще какие-то нюансы, алгоритмы, которые вы можете пока не видеть. И вы-то думаете, что уже что-то должно заработать, а по карте Луна через какое-то время как будто это произойдет. А вот теперь оно должно словно в каком-то новом ключе, фарватере отстроиться. Хорошо, давайте спросим, и что дальше? Как долго это продлится? Знаете, придется как будто от чего-то отказываться или как будто сделать, знаете, такую ревизию того, чем вы занимаетесь. Здесь определенно придется как будто пересмотреть что-то. Есть либо в чем-то ошибка, либо пройдет время, и вы придете к выводу, что вот в этом пункте, допустим, да, мне нужно что-то исключить. Что-то я делал не так, и как будто от чего-то нужно отказаться. Есть какая-то составляющая, которую мы должны проанализировать. С одной стороны, интуиция нам поможет, безусловно, мудрость где-то поможет. А для кого-то из вас подобная ситуация, даже по вашему новому виду деятельности, смотря чем вы занимаетесь, но могла быть связана, потому что, может быть, вы с кем-то были как компаньоны, или кто-то вам помогал, или участвовал тоже как в вашем бизнесе, или в вашем деле, в вашем творчестве, как угодно. И вы видите, что человек мог уйти и как-то... И вы словно потухли, да, то есть возлагались надежды на то, что это будет работа в каком-то одном ключе или ремесло ваше, а здесь произошли какие-то перемены у вас. Может быть, дело застопорилось, кстати, мои дорогие тельцы, в момент вашей либо поездки, либо отъезда
либо переезда. У кого-то может проиграться работа в интернет, но пока я тут перемещалась или перемещался, вроде бы могу управлять, но произошли какие-то недоразумения досадные или ошибки, может быть, были другие вопросы, которые мне надо было решать в первую очередь. И вот это где-то ваша пауза, или вынужденное ваше отсутствие, или переключение как будто на что-то другое могли обострить обстановку в плане того, что ну как-то денег будет меньше. Или развитие вашего дела могло застопориться. А давайте мы узнаем, хорошо, а дальше что? Мы ведь смотрим только на октябрь, не такой великий срок. Как будет дальше развиваться событие? Вам, знаете, надо проанализировать вот какую-то вашу обстановку, если вы, правда, хотите заниматься, или вы уже только занялись вот этим делом, или какой-то период времени, но не всю свою жизнь. То есть вы не можете сказать, что вы уже, ну, пуд соли съели в этом вопросе. И как раз, когда выпадает паш мечей, мы должны что-то досконально изучить, докопаться до какой-то истины, то есть почему это произошло. Перед тем, как что-то распланировать или строить какие-то планы, нужно именно тезис какой-то себе составить. В каком ключе, в каком графике как будто будут происходить события, или работать ваше детище, или вы сами будете работать. Здесь что-то нужно явно упорядочить. Хорошо, и что дальше? Вам как будто может мешать, знаете, ну, может быть, для кого-то это подсказка. Не должно быть споров, не должно быть вашего переключения на ненужные разговоры. Может быть, каким-то образом люди, которые словно имеют другое мнение отличное от вашего. Они могут вам создавать ненужный шумовой эффект или вас уводить от какой-то конкретики, одним словом, чем-то мешать. Те, которые не согласны, или те, которые, может быть, ну, может быть, у вас даже, да, какой-то интернет-магазин, вы его недавно начали, а тут какой-то хейт посыпался, да, пишут, что все плохо, а вы знаете, что в принципе это хорошо, и понимаете, что да вот правда какая-то досадная оплошность, недоразумение или то, с кем вы работаете, может быть, человеком таким столкнулись, который на работу не вышел или пообещал какой-то контроль над вашими системами вести, да, или то, что вот, ну, что вы делаете. И тоже из-за него какая-то обстановка как будто обострилась. Или и из-за того, что вы как-то, может быть, ну, условно, может быть, резко кому-то ответили, и тоже происходит, знаете, как ответная реакция, когда нам приходится словно защищаться. И в итоге это нам дает взамен, ну, своего рода чувство неуверенности. Мы уже теперь сомневаемся, надо ли это дело продолжать или нет. Так вот, что думают карты? Ваше новое начинание, стоит ли, если вы начали, продолжать? Определенно. И конкретно. Любое ваше начинание со знаком плюс. Карта финансового успеха. Ну, наверное, каждый человек абсолютно, когда уходит в свободное плавание или начинает бизнес, это ведь в конечном итоге любое творчество, любое ремесло можно назвать бизнесом. То есть это что бизнес? Это собственное дело. Так вот, все сталкиваются с какими-то недовольствами, когда у нас не только на первых этапах, а на последующих вот подобных либо недовольных, либо какие-то пробуксовки с финансами, либо сбои в каких-то системах, либо люди, которые нас подводят. Это все нормальное явление. Удивляться не нужно, но мы как будто должны продолжать то, что мы считаем правильными. Надеяться, безусловно, больше на себя, по возможности анализировать и уже не повторять каких-то прежних ошибок. Вот нам карта, наверное, Луна и говорит, это сейчас какая-то неразбериха, это сейчас не пойми что. Ну вот, видимо, какой-то такой период нестабильности, он как проверка может быть для вас, мои дорогие тельцы, на прочность. Выглянет солнце, все станет по своим местам, и деньги ты получишь. По шестерке пентаклей деньгами вы останетесь довольны. Но эта карта, кстати, знаете, требует от вас того, чтобы вы правильно что-то просчитали наперед. Она имеет такое значение, помни, рука дающего завтра будет рукой просящего. Как будто деньги, но не тратим, они вам пригодятся. Может быть, как для вашего проекта, может быть, расширение вашего дела или какая-то
стабилизация обстановки, или вы что-то захотите добавить, как будто деньги вам будут в последующем, будут очень нужны, важны, но вы их сумеете заработать и получить. Давайте мы узнаем, есть ли смысл заниматься вот развитием личного творчества, хобби, ремесла, что нас ждет. Именно сами по себе перспективы. Нам выпадает король мечей, статусная карта, которой как раз и удачен, дела, работа, бизнес, деньги. Все. Если вы где-то будете хладнокровны, если вы правильно оформите какие-то документы, если вы сами по себе не будете себе добавлять каких-то эмоциональных качелей, а в бизнесе проявите жесткость, твердость, ну, как по королю мечей. Или если это нужно где-то с чем-то согласуете, либо если нужны какие-то юридические документы, формы, вы пройдете от начала до конца эту систему иерархии, как будто себя сами подстрахуете, просчитаете все свои возможные риски, то, безусловно, у вас даже статус изменится. Но, мои дорогие тельцы, и вы изменитесь тоже. Давайте карьера. Ну, посмотрите как. Помимо статусной карты король мечей нам еще выпадает карта сила. Карта силы, энергетика, как у мага. Великий манипулятор. Но карта вот как раз и говорит, эмоции мы держим на коротком поводке. У нас тут, кстати, если предыдущий ряд карт или предыдущая ситуация, она могла возникнуть на фоне либо эмоций, либо какой-то сложной, может быть, ситуации на самом деле. Но вторично еще и наших эмоций на эту ситуацию. И в итоге мы какой-то замес получаем, из которого нам приходится выкарабкиваться. И дело-то наше как будто от этого может страдать. А здесь абсолютно не включение ни в какие вопросы, как будто выгодно-невыгодно. Тут нам даже не про душевность не говорят, про рационализм, хладнокровие, манипуляции. Вот так. Успех будет более чем. И тогда что у нас по деньгам в вашем новом каком-то деле или в бизнесе? Расширение бизнеса, ваша популярность, какой-то вау-успех, карта мир. Это последний старший аркан, а любой или десятка даже, да, в младших арканах, или 21 уже тем более старший. Это вообще как вершина всего, это подведение итогов. Это когда мы довольны собой, довольны жизнью, когда у нас все сферы сбалансированы, у нас все под контролем. И тут для всех по-разному. Правда, может быть такой великолепный прорыв. Не только финансы. Тут буквально и какие-то возможности, которые в плане расширения горизонта вашего бизнеса или вашего творчества, вашей популярности на весь мир. Здесь новое качество жизни. Вот вообще настолько может измениться ваша судьба, настолько может измениться ваше дело. Вы настолько успешными можете быть бизнесменами, мои дорогие тельцы. И если мы говорим про новое начинание, и даже в октябре, вот разобравшись, вот как по предыдущему ряду, с какими-то вопросами, да, и за счет вашего трудолюбия и настойчивости, вы вытянете любую ситуацию, даже если она в какой-то яме была, и превратите вот в прекрасный сад, вот в этот мир, покой, благоденствие, когда и вы довольны, когда и ваше дело как будто расцветает, вы идете вперед. Давайте мы... что дальше, да, вот я уже достала карты, и давайте мы, если на новую сферу деятельности, мы карту совет достанем. Нам продолжают тему прибыли, и это как раз по девятке кубков, я ее называю, пусть не в этой колоде карт, в другой, второй иллюминатов, карта эгоиста, когда у меня все есть. И здесь нам, кстати, изображен человек, как хозяин ресторана, который доволен своей жизнью, посмотрите, кубок за самого себя поднимает и за свое детище, когда у него все прекрасно. Он занимается любимым делом, у него постоянный доход, у него на будущее как будто тоже все просчитано. Он счастлив и доволен собой. Вот спросила, и что дальше, да? Так вот, пожалуйста, прекрасные перспективы, мои дорогие тельцы, как будто так или иначе заниматься вам каким-то личным делом или развивать
Знаете, самого себя, если у вас вот есть профессия любимая, значит, все равно вам нужно о себе словно заявить, сделать, может быть, какую-то карьеру или с учетом вашего профессионализма или экспертности по данной профессии, попробовать себя, как будто все равно что-то новое создать, где вы будете хозяин этого дела. Потому что расцвет совершенно другой. Если мы говорили вот по прежнему месту работы, или да, есть много приятностей, есть как будто и перспективы, да, нам тоже об этом сказали. Но если телец занимается именно когда это мое дело, тут качественно другой уровень у нас получается. Ну, решать только вам. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, на октябрь месяц. Коренным образом как-то. Может быть, где-то и придется в начале октября еще какую-то, словно историю, да, вот этот вот ряд. Ну, разбираться с чем-то, что-то корректировать, исправлять. Но благодаря вашей настойчивости у вас, знаете, будет виден не только результат, а еще и как трамплином вперед какой-то путь. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда, мои дорогие тельцы.